Плуги серии Мамонт стали выдающимся примером немецкой инженерной мысли середины 20 века. Эти исполинские машины весом до 28 тонн воплотили принцип гигантомании в сельхозтехнике и сыграли важную роль в восстановлении Германии после Второй мировой войны. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о плугах серии Мамонт. Эти плуги разработала немецкая компания Otto Meyer, специализировавшаяся на производстве крупногабаритного сельхозоборудования. Компанию основал промышленник Фридрих Отто Мейер еще в 1887 году. Изначально она занималась импортом сельхозоборудования и английских паровых тракторов. Со временем Отто Мейер стала лидером в области паровых плугов. Компания покупала подержанные паровые локомотивы у конкурентов, переделывала их и оказывала услуги по вспашке земель не только в Германии, но и в соседних странах. Первые плуги серии Мамонт появились в 1948 году, но настоящий импульс их развития произошел после 1950-го. Именно тогда правительство Западной Германии приняло программу по мелиорации болот в приграничных с Нидерландами районах Эмсланд-План. Официально программу утвердили 5 мая 1950 года. Для чего нужна была эта программа? Дело в том, что после войны в Западную Германию хлынул поток беженцев с востока, которых нужно было чем-то кормить. Кроме того, освоение этих территорий должно было показать присутствие Германии на границе, поскольку Нидерланды претендовали на часть этих земель в качестве компенсации за военные потери. Самой сложной задачей считалась мелиорация болот площадью около 200 квадратных километров. Плуги серии Мамонт отличались поистине гигантскими размерами. Самым известным представителем этой серии стал плуг Ольденбург, впервые вышедший в поле в мае 1960 года. Ольденбург представлял собой агрегат весом 28 тонн. Он был способен прорезать в торфянниках каналы глубиной до 180 см и шириной до 2,5 метров. За сутки работы плуг мог обработать до 2 гектаров угодий, что равносильно работе 5000 человек. Для работы плуга требовалось 4 локомобиля суммарной мощностью около 2000 лошадиных сил. Суточный расход ресурсов впечатлял: 1000 литров воды и 1,7 тонны угля. Для перемещения плуга использовались лебедки и тросы длиной до 400 метров. Конструкция Ольденбурга отличалась продуманностью. Плуг был полугусеничным и симметричным, что позволяло ему работать в обоих направлениях. Гусеница располагалась чуть выше колеса, причем колесо двигалось по дну борозды, а гусеница по отвалу. Такое решение предотвращало проваливание плуга в болотистую почву. Изначально Ольденбург имел ручное управление, но в 1960 году его оснастили гидравлической системой управления с приводом мощностью 27 лошадиных сил, который размещался в середине агрегата. Гигантские плуги Мамонт использовались для мелиоративно-осушительных работ, в частности для нарезки каналов в болотах и торфяниках, по которым затем стекала вода. Принцип их работы был необычным для сельхозтехники. 4 паровых локомобиля устанавливались на противоположных концах поля. Они не заходили на болото, несмотря на болотоходные колеса, а располагались на твердом грунте. С помощью длинного троса и лебедок они тянули к себе плуг, опущенный лемехом в землю. Дотянув плуг до края поля, тракторы смещались вперед, плуг опускали в землю другим лемехом и тянули в обратную сторону. За время работы плугов серии Мамонт было освоено 17 тысяч гектаров болот, которые превратились в сельскохозяйственные угодья. Всего было построено 14 таких плугов, которые внесли существенный вклад в развитие сельского хозяйства после военной Германии. Плуг Ольденбург проработал до 1972 года, после чего был заменен более современным оборудованием. Некоторые плуги серии Мамонт сохранились до наших дней и находятся в музеях, где напоминают о немецком инженерном гении и масштабных проектах мелиорации середины 20 века. Плуги серии Мамонт, созданные компанией Otto Meyer, стали ярким примером инженерной мысли после военной Германии и воплощением гигантомании в мирных целях. Несмотря на свою архаичность, система плугов Мамонт была эффективной для своего времени. Эти машины показывают, что иногда для больших задач нужны столь же большие инструменты, даже если они выглядят необычно с точки зрения современных технологий. Сегодня гигантские плуги Мамонт – интересная страница истории сельхозтехники и мелиорации, демонстрирующая, как инженерная мысль находила решение сложных задач в условиях ограниченных технологических возможностей. А какие большие машины знаете вы? Пишите в комментариях. И если понравилось, подписывайтесь, жмите колокольчик и ставьте лайки. Впереди еще много интересного. Счастья, радости, любви. Пока!